Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Батталова. Сегодня у нас суббота, выходной день. Пришли в бассейн купаться с дочкой. Руслан пошел с Алмазом в другой бассейн, в общий. Как я и говорила, у нас здесь в Сите есть вот такой вот женский отдельно бассейн. Что? Сейчас Азалька зайдет без меня. В общем, мы часто ходили туда в общий тоже, но Азалька последний раз вот заболела, инфекцию подцепила. И, возможно, даже с бассейна. Потому что там все люди заходят, а здесь как бы только женский. Туда приводят еще гостей многие, поэтому мы туда перестали ходить. Вот здесь вот можно еще и позаниматься. Здесь вот обычно всегда спускается женщина одна, по утрам всегда занимается. Я в бассейн, когда хожу. Здесь вот обычно как расположение, он там вот детский, а это у нас взрослый. Ну а Залька умеет плавать уже, да? Она научилась именно в бассейне плавать. Сейчас я тоже зайду к тебе. Вот такие вот мячики, кто хочет заниматься. В общем, все есть. Тренажеры. Ну вот этот точно работает, потому что постоянно приходит сюда вот женщина и занимается. Вообще, когда бассейн перестанет, я тоже буду, наверное, уже спускаться, заниматься сюда. Вот, бассейн обычно здесь, в Турции, закрывают, когда заканчивается летний сезон, когда дети начинают учебу. Вот. Хоть и у нас скрытый бассейн, он не подогреваемый, поэтому, к сожалению, он тоже не будет работать зимой. Вот. Азалька уже зашла. Хотела с вами поболтать. Немножко какую-то слабость ощущаю после того, как мы съездили с Азалькой в больницу. Я чувствую, что у меня как-то вот какое-то ощущение, как будто бы я давно должна была заболеть, но не заболела. Как будто у меня иммунитет борется. Видать, я что-то тоже подцепила, потому что там больных было очень много. Там, получается, мы пришли с Азалькой. Сначала мы ходили к семейному врачу. Семейный, нам прописал какие-то таблетки, но Азальки не было от них лучше. А мы пошли, в скорую. Ну, так сказал семейный, если, вам, говорит, легче не станет, идите, говорит, в Аджил. Аджил — это скорая. Мы сами на автобусе поехали. И хорошо, что поехали, потому что нам сразу сделали капельницу. Азальке поставили капельницу, и прям после этой капельницы ей стало легче. Они также прописали какие-то препараты. Вот, мы, если честно, эти препараты 2-3 дня только пропили, и все. Но, когда мы там были, там столько было больных, там кашляли, с температурой приходили. И самое интересное, что всем ставили капельницы. Вот, и, видать, я там тоже чуть-чуть что-то подхватила, потому что с тех пор у меня в горле першит. Вот даже не першит, горло болит, прям я чувствую, что вот давно бы я уже заболела, если бы не принимала витамин С. А витамин С я постоянно сейчас принимаю. Вот, кстати, кто на канале впервые, мы 2 года уже живем в Турции. Мы сейчас живем в Силивке. Город Силивке находится недалеко от атомной станции, которая строится в Турции совместно с Россией. В общем, мы приехали сюда 2 года назад, прожили 1,5 года в Газипаше. Сейчас полгода живем в городе Силивке. Муж у меня работает на станции. Вот, а я с 3 детьми сижу дома, занимаюсь ютубом, также занимаюсь Атоми. Вот, Атоми — это корейская косметика, и не только косметика, и БАДы, и я там заказываю себе всегда БАДы, пью витамин С, пребиотики пропили мы уже, и, похоже, именно это спасло меня, потому что я прям чувствую, что я не заболеваю. Раньше бы я уже давно заболела бы. Вчера, кстати, ровно 2 года было пребывание нашего здесь, в Турции, 16 августа 2022 года мы приехали сюда. Вчера было 16 августа, и исполнилось 2 года. А еще 16 августа
нашим двойняшкам 5 лет и 5, то есть 5 лет и 6 месяцев, 5,5 лет. Вот, так что вчера была такая дата. Я даже не записывала в последнее время видеоролики, потому что вот это вот состояние, еще у нас постоянно каждый день во дворе поминки, у нас тут в Сите умер человек, турок, и с тех пор, короче, каждый день его поминали, я вообще в шоке была, там очень долго в микрофон сначала там всякие молитвы, потом как будто бы в форме песен что-то там напевали на турецком языке, короче, это было очень долго, каждый день это вот очень куча, много людей приезжало на машинах, короче, собирались во дворе постоянно, и вот каждый день, и вот такое вот состояние, короче, знаете, больное, плюс похороны, и не хочется ничего снимать, и какая-то вот, в общем, было вот такое вот, короче, состояние. Сегодня я первый день собралась, заставила себе взять камеру, то есть шорты, да, вот эти короткие ролики я закидывала на канал, там по поводу работы, по поводу Atomy я вам рассказывала. Вот, кому интересно, кстати, по поводу Atomy, можете посмотреть предыдущий ролик. Я там рассказывала, я уже второй раз получаю, скоро вот, ну, в общем, на днях придет выплата, 3500 рублей с Atomy. Действительно, оказывается, деньги можно заработать в Atomy. В общем, давно мы с вами не болтали, сегодня вот такой вот день, захотелось поболтать. Точнее, я, короче, себя заставила взять камеру, так как у меня есть канал на YouTube, нужно снимать, нужно общаться со своей аудиторией, вот. В общем, как-то так. Вот такие вот у меня, такая вот у меня неделя была, вот эта вот, которая как-то вот, в общем, не хотелось мне ничего снимать, друзья. Именно вот о жизни своей. Что-то как-то вот меня вот эти события, болезнь ребенка, что-то как-то вот переклинило, прям не хотелось ничего снимать. И сегодня, если честно, прям не хотелось ничего снимать. Ну вот, думаю, надо, короче. Взяла себя в руки и вперед. Вот. По утрам мы обычно ходим в бассейн. Я сейчас тоже пойду вместе с вами, немножко поплаваем. Азалька уже давно в бассейне. Все, она как бы уже выздоровела, ходила в садик, плавать умеет. Людей, кстати, как всегда, практически нету в этом бассейне. Вот, но начали ходить сюда тоже люди. Да, видела. Вода, кстати, вода хорошая. Я, наверное, тоже зайду. Короче, захожу вместе с вами. Еще планируем на море сходить. Очень хочется на море. В общем, вот так вот проходят наши выходные. Сегодня первый день. Да и будни тоже так же. Я обычно хожу. Хорошо. Хорошо так. Обычно даже, знаете, вот бывает такое, то, что настроения нету перед сном. И спать не хочется. Иногда мы, конечно, смотрим перед сном фильмы. И жара, на улице жарко, и дома жарко. Ну, конечно, под кондиционером сидим, но это все равно не настолько остужает, как остужает бассейн. И перед сном так прям на 10-15 минут даже достаточно сходить в бассейн, и ты прям такой кайф испытываешь и засыпаешь очень быстро. Перед сном, короче, это самое то. Я уже который раз понимаю, что вот если у вас личный дом с бассейном, мне кажется, это прям самое крутое, что может быть на всю жизнь, если это у вас есть, то это, наверное, супер. И самое главное, что это было круглый год. Хорошо. Прям классно. Еще я поглядываю сейчас квартиры.
в Ташиджу, в Атакенте. И, если честно, я не могу найти нормальную квартиру. Когда я вам снимала квартиры, тогда еще были более-менее цены. Ощущение, что я вот засняла их всех, и всех их уже сняли, то есть арендовали, потому что нету квартир. А там в Ташиджу уже 25-30 тысяч квартиры стоят. В Атакенте, короче, квартирки уже за 18 нету, с бассейном. Ну так, чтобы... Почему я хочу именно эти районы, здесь в Селивке нету. Вот так вот вас поставлю. В Селивке нет моря, поэтому приходится ездить нам постоянно в Атакент, в Ташиджу, а вечерами хочется еще и прогуливаться. Короче, хочется и рыбку съесть, и еще что-то сделать. Вот, и все, в общем, приходится выбирать. Либо ты живешь в таком вот сите недорогом. Сколько мы сейчас платим? За аренду мы платим 17 тысяч лир. Плюс у нас 1250 это айдат. Это помимо квартплаты. Ну, квартплата в районе сколько? Летом квартплата где-то 1000-1500. Зимой, то, что мы включаем отопление, где-то 2-2,5 тысячи лир. Но айдат целый год есть. Что? Да не холодная, я привыкла уже. Заходи. Заходи. А Залька говорит, я, говорит, хочу бассейн, чтобы он на улице был. Я, говорит, хочу такой, типа, дом, чтобы у нас, говорит, бассейн был на улице. А здесь, считай, крытый. И все-таки, если бы он был на улице, если было бы солнышко, оно бы, конечно, вообще было бы теплое. Ну, а так, вот сейчас вот заходишь, и прям прохладная водичка, хорошо. Я говорю, очень хорошо освежает. И прям перед сном, когда ты ходишь в бассейн, прям спишь потом, просто как младенец. И поэтому это очень круто, иметь бассейн, друзья. Именно вот, чтобы можно было сходить в любое время. Но при этом, если жить еще и у моря, это вообще... Если я, короче, найду такую квартиру, да, если она будет недорого, нам без мебели желательно, может быть, кто-то сдает, может быть, агентство недвижимости, с агентством недвижимости кто-то смотрит. Мы снимем, так, лир за 20 тысяч, мы снимем такую квартиру. Вот, мы можем себе как бы позволить. У нас вот бюджет на квартиру 20 тысяч лир. Если это рядом с морем, если 3+1, если бассейн есть, то мы, да. А вот эти вот сауны, если честно, не настолько они нужны. Вот зимой, может быть, еще в сауну можно сходить. У нас есть сите еще сауны. А летом сауны вообще, вот на улицу выходи, там сауна тебе будет. Можно будет спокойно после улицы в бассейне покупаться, поплавать. И это такое же ощущение, как с сауны в бассейн прыгаешь. В общем, Азалька хочет поплавать. Мы пошли поплаваем немножко. Азаля, пойдем. Иди сюда. Кстати, смотри, как ветер синий. Иди сюда быстрее. Кстати, сейчас в Турции сегодня очень сильный ветер. Это опять погода меняется. Опять 36 градусов, опять жара идет. Вот. И сегодня ночью прям вообще настолько сильный ветер был. Мы все окна позакрывали. А здесь ветер, он очень сильно ощущается. Но он сильный, реально. Прям, это я первый раз, когда еще мы в Газипаше жили, это еще когда, помню, эти были землетрясения. И во время землетрясения был тоже очень сильный ветер. И мне было так страшно ночью спать, вот честно. А сейчас я прям понимаю, что здесь в Турции как бы, ну, так оно всегда, часто, такие ветра. Вот, и, ну, как бы привыкать надо, вот и все. А шумоизоляция не совсем хорошая, ну, потому что дома не рассчитаны, как бы, да, они не настолько, как у нас вот зимнее время, да, то есть особо холод не проникает, прям сильная такая и шумоизоляция, и
утепление дома, как бы, за счет этого. Прям вот в бассейне сейчас находимся, и на улице такой ветер сильный. Прям аж страшно становится. Иди сюда. Иди ко мне. Сможешь проплыть до меня? Иди. Я снимать буду, как ты плывешь. Давай. Давай, проплыви до меня. Давай. Давай. Потому что надо двигаться в воде. Иди сюда. Быстрее иди. Азаль, иди сюда. Теплая, да. В общем, пришел к нам Алмаз. И мы, наверное, пойдем туда. Такой болтун прям. В общем, мы пойдем, наверное, туда сейчас, в общий бассейн. И плавать не будем, в детский пойдем. Плавать научились все в бассейне. Не на море, а в бассейне. Но детки тоже любят сейчас в море плавать. Нет, не упадет туда. Если трогать никто не будет его. Что? Я хочу вместе с тобой там купаться. Ого, комарик. Комарик. Да? Короче, появились в бассейнах комары. Сейчас дети доплывут, и я потом пойду с телефоном, чтобы они не плескались и вас не заплескали и не затопили. Угу. Хорошо, прям хорошо. Хорошо, комары. Пошли, выходите. Выходите, сходим в детский бассейн. Я как раз покажу зрителям общий бассейн и этот детский бассейн. А у нас выходи. Азаля, халатик накидывай. Накидывай халатик. Игрушки пусть останутся, мы сюда еще вернемся. Что у меня? Не съели комары. О, сразу такое тело тяжелое после бассейна становится. Обычно, когда первый раз в бассейн заходишь, это всегда так. Вот, в общем-то, друзья, так и живем. В общем, сейчас покажу вам тот бассейн. Я уже показывала, кто на моем канале не впервые. Все уже видели. Смотрите, здесь написано «Каденлар» – женщины. То есть это женские числа. А здесь написано «Ортак-куллалам» – общее использование. Так что никого нету, короче, здесь. Здесь тоже буду снимать. А вот детский бассейн. Здесь тоже, кстати, есть тренажеры. Пойдем, иди туда. Привет, всем привет скажи. Короче, вот такой вот бассейн. Интересно, сауны сделали, не сделали. Здесь было на днях такое, то что сауну забрызгали водой. То, что с бассейна сауну, с сауны в бассейн ходили и забрызгали. И поэтому она именно вот в общем не работает. Или работает. Ну, короче, не знаю. Здесь есть сауна, там тоже есть сауна, но наша точно работает. А это не работало из-за того, что ее забрызгали. Да, в детском можно, иди. Я в детский не пойду. Ну, если только посижу рядом, давай. Давай, плавай, я сейчас сяду к тебе. Иди плавай. Почему-то здесь отключен обычно этот детский бассейн всегда так вот бурлит.
И нет, здесь теплая. Но водичка здесь чистая, поэтому здесь, я думаю, здесь обновляют водичку. Да, здесь чистая. Ну тогда не заходи, если ты не хочешь купаться. В общем, вот такой вот бассейн, друзья. Такие вот бассейны у нас в Сите. Как думаете, дорого это? Нет, 17 тысяч лир за такое Сите. Плюс айда 1250. Вот. Какие цены у вас в Сите? Я знаю, что меня смотрят и в Селевке тоже. Сколько вы платите за квартиру свою? Будет интересно почитать. А вообще, вот смотрите, какие есть тренажеры, как можно здесь заниматься. Честно скажу, я вот на таком тренажере занималась, на таком, и все как бы. Вот это я даже, ну это, наверное, силовые, да, что-то типа, то есть вот это вот. Ну да, вот это. Я обычно вот на таком занималась, на таком и вот на этом. Что прикол? Какой прикол? Давай, показывай. Показывай. Ну, прикол. Короче, решила я здесь вот на лежаках полежать немножко, пока мальчишки плавают. Вот. Хочу еще на днях снять цены на продукты Турции, потому что давно не снимала, а цены действительно очень сильно поменялись. Единственное, да, удивительно, цена на яйца очень сильно упала. Я помню, я вам даже показывала, 115 лир было цена за 30 яиц, а сейчас 65 лир, представляете? Вот, так что это обязательно надо сделать, обязательно надо снять. Еще мне очень сильно понравилось проводить эфир, потому что, знаете, вот когда ты проводишь эфир, потом не надо это монтировать, оно, то есть, сразу выложилось, оно осталось. А когда ты снимаешь, а потом это еще надо монтировать, закидывать, это, короче, процесс сразу по времени утраивается. То есть в 3 раза больше времени на это тратится, поэтому эфир это, конечно, вообще легкотня. Вот. И в эфире мы с вами разберем аренду в Алании, в Газипаше. В каких районах еще вам интересно, скажите. Зайдем, посмотрим. Возможно, даже цены посмотрим, кому интересно. Вот, так что сейчас такая вот болталочка. Еще подсниму вам море в следующем ролике. Потому что поедем обязательно куда-нибудь на море. Хочется в вечернее время поехать, чтобы тоже полежать, так, чтобы солнышко не сильное было. Вот, а пока что так вот загораем, друзья, у себя в бассейне, крытом. Можно сказать, как будто бы личный бассейн, 2 личных больших бассейна, 2 личных детских, 2 личных сауны, потому что никто не ходит, никого нету, частенько бывает. Вот. И ощущение, что это свой личный, как будто бы бассейн, действительно. Вернулись мы сюда, в свой бассейн. Давайте покажу, как включается здесь сауна. Просто вот так вот нажимаешь. И здесь внизу вот эти вот рычаги включаешь, и сауна, в общем, становится теплой, друзья. Я когда раньше смотрела из России, когда видела, тоже вот блогеры показывали, думаю, как интересно они включают. Просто вообще обычно вот так вот включил, здесь свет, вот, и через полчаса, через час уже сауна теплая, горячая. Вот, сауна доступна круглый год. В любое время можно зайти. Молодец. Ну, а мы пошли плавать. Поплаваем сейчас и домой. Друзья, вот такие вот выходные. Это была болталка утренняя, можно сказать, будилка. Я вас всех бужу.
Всем доброе утро, просыпаемся. И у кого есть бассейн, в бассейне пробуждаемся. Вот, в общем, пошли мы плавать. Сейчас у нас утро. Мы еще только-только, можно сказать, просыпаемся. Все позавтракали и сразу в бассейн. Вот, так что всем хорошего дня и доброго утречка, друзья. Ну, а после бассейна, друзья, завариваем чаечек с травками. Куча травок. Вот, знаю, что вот это вот ада-чай. Вот. И все это у меня любит муж. Муж травки любит. Сейчас, в общем, заварю травки, то есть заварю чай. И будем пить еще мы сейчас чай после бассейна. Говорят, что счастье в мелочах, друзья. Так что заваривайте себе чаек и кайфовать. Вот так вот завариваю травки. Сначала волшебный чай, потом мороженое. Раньше у меня был такой для заваривания чайничек. Туда я кидала травки и кипяченой воды, кипяток. Сейчас вот так вот просто, в общем, вскипит, накрываем крышкой и все. Вот. У меня даже видеоролик есть, как я делала на простых рецептах. Короткий ролик, как я заваривала чай. Прозрачный такой чайничек был. Классно. Ну, в принципе, и так хорошо. Сейчас вот так вот вскипит и немножко накроем, постоит. И волшебный чай готов. Потом будем делать мороженое, Азаля. По сути, здесь в чае получается ада-чай, мята, липа и кикик. Я помню вот так вот как бы прям досконально. И там ада-чай 2 видов вроде как. Вот. Кстати, у нас недавно здесь вот муравьи появились, они с балкона лезли. И мы попросили, короче, в магазине отраву от муравьев, короче. И муж, говорит, сходил, говорит, знаешь, как называется отрава от муравьев? Я говорю, как? Сонуч. А по-турецки сонуч – это таблетки. Так что здесь и таблетки, и отрава одинаково называется. Это сонуч. По сути, так оно и есть. Таблетки, с одной стороны, это отрава, с другой стороны, это как бы польза. Но лучше вот такими вот травками. И, кстати, сейчас еще витамин С выпью ататами. Лучше такими вот вещами лечиться, чтобы не заболеть, друзья. И в бассейн ходить, и ничего не пропустить. Очень вкусный, кстати, детям тоже дала. Дети сейчас тоже чай пьют, витамин С. Алмаз, вкусный витамин С? Угу. А чай вкусный? Умница. А бассейн было хорошо? Да. Так, сейчас мы собрались сделать мороженое, в общем, с нутеллой. Ну, мы нутеллой называем пасту шоколадную. И отдельно с бананами мы сделаем. Так, нам нужно для этого сливки. Хотела сливки делать? Кстати, сливки покупаю я всегда. Скольки процентные тут у нас? Да, Ну, вообще 30 всегда процентные. Подожди, дай я посмотрю. 35% написано. И в этот раз, короче, решила еще вот добавить каймак. Тут 60%, чтобы мороженое было повкуснее. Как это? Так, сначала сливки добавим. Все. Еще у нас есть, кстати, сахарная пудра. Сначала мы сливки будем взбивать с помощью миксера. Сначала взбиваем. Сама взбивает. Нам надо, чтобы поднялось это прям целый стаканчик. Сейчас добавим еще сахара немножко. Чуть-чуть ниже опусти. Буквально вот чуть-чуть взбили, и можно добавить сахара. Ну-ка, Алмаз, убери чуть-чуть. Подними. Добавим чуть-чуть сахарной пудры. О, дым пошел. Ну вот уже поднялись. Теперь добавим сюда вот каймак. Каймак очень густой, поэтому
Аккуратно добавляй. Так. Аж даже с ложки не слезает. Добавили половину, мне кажется, достаточно. Сейчас тихонечко перемешаем. Нет, мам. Теперь половину перельем сюда. Да. Да. И добавим сюда нутеллы. Да. И ложечку нутеллы. Тут получится. Ниже чуть-чуть. Чуть-чуть ниже, давай. Давай еще. Теперь получается такое шоколадное мороженое. Дети облизывают. Вот такое вот густое мороженое получается. Шоколадное. Сейчас еще банановое сделаем. Теперь делаем банановое. Ложим сюда банан. Теперь мы его сейчас... Давай вот так вот поделим. Измельчим банан. Азалия уже устала, как всегда, да? Зато Алмаз у меня не устает. Поменяли насадку. Теперь можно нажимать. Нажимай. Теперь мешаем банан с сливками. И вот такое вот у нас получается банановое мороженое. Да. Вот такие вот формочки залили, друзья. Еще тут осталось деткам сейчас покушать. В общем, кто молодец? Мы молодцы. Здесь, кстати, Сюда, что ли? формочки надо выбирать. Ну, попробуй. Подойдет, не подойдет. Для детей хорошее занятие. Пойдет. Подошло, да? Давай еще. Я это знаю, куда надо. Вот. Где ромбик? Ромбик? Угу. Сюда, что ли? Да. Угу. Молодец. Хорошо. Это голубешок. Да, овал. Давай в эту сторону, чтобы зеленые здесь были. Молодец. А мне остается, друзья, мыть посуду. У меня тут куча посуды навалилась. И, пользуясь случаем, хочу сказать, сейчас вот переливаю как раз Атоми средства для мытья посуды. Вот в эту упаковку от Фейри. Давно уже не пользуюсь ни Фейри, ничем. Фрош пробовала тоже в Турции. В общем, вот такая вот баночка стоит, сколько, не помню, 700-600 рублей. Вот, и я уже больше месяца пользуюсь. И это и для детей, и фрукты мыть подойдет. Короче, 70 миллилитров наливаешь, литр воды добавляешь. И, в общем, такая вот бутылка такая, очень много тут еще. Хватит вам на год средств для мытья посуды, друзья, от Атоми. Вообще обалденная, всем советую. Крутая вещь, надолго хватит. Избавитесь от проблемы, от химии на посуде. А тем временем, друзья, время обеда. Хорошо, что я вчера приготовила белиш. Белиш — это татарское национальное блюдо. Вчера шапочку съели. И вот так вот осталось у меня, в общем, основа и по краям мясо с картошкой. Сейчас буду греть и кушать будем, в общем, будем обедать. Обычно белиш всегда подается вот так вот в середину с чаем. Мы сейчас будем пить чай, а то пока я с вами тут разговаривала, Руслан раз 10 вышел к холодильнику автоматически на автопилоте. Открывает холодильник, закрывает. Я говорю, да я вот уже готовлю, Белиш, ты что? Он сам улыбается, ну, в наушниках что-то смотрит там в телефоне и, в общем, сам не замечает, как выходит на холодильник, открывает холодильник, и на автопилоте вот это все происходит. Вот, мы все обычно всегда делаем на автопилоте, наши привычки нами рулят, да, и по поводу Турции, по поводу жизни в Турции хочу сказать, вот 2 года мы живем в Турции, да, первый год мои привычки не давали мне спокойно жить, я привыкла то, что вокруг все разговаривают на русском языке, да, какие-то привычные продукты, люди, да, кому-то в гости можно сходить.
уже как бы есть друзья, с которыми ты привыкла общаться, да, а тут, считай, все как-то заново надо начинать. И сейчас хочу с уверенностью сказать, что я особо так не замечаю разницы. Ощущение вообще такое, как будто я вот рядом живу. То есть вот у меня как бы все, по сути, рядом. Можно в любой момент созвониться, это только просто мы привыкли всегда к физическому какому-то контакту. Да и не это главное, а само ощущение твое. То есть у меня ощущение, что я как бы никуда не уезжала, не переезжала. То есть для меня, в общем, что хочу сказать, что как-то вот все страны, нет у меня, в общем, границ в голове, вот этих вот, которые есть на карте, да, которые, по сути, не существуют в реальности, а просто это как-то на бумажках все нарисовано. Вот. И вот эти вот нарисованные границы на бумажках, они особо для меня сейчас не существуют, потому что нет у меня ощущения такого. Вот даже мне подруга недавно спрашивала: ну что, говорит, скучаешь, вообще хочешь, наверное, приехать уже? Я говорю: да, прилетела бы, наверное, просто повидаться со всеми физически, да, увидеться, и обратно бы улетела. Вот, ну, как бы у меня вот ощущение такое. У меня нет такого, что я что-то себе, как сказать, запретила, что-то у себя отняла. Нет такого. У меня чувство, говорю, что я ничего как бы не поменяла, а единственное, условия жизни улучшила, все как бы. А так, чтобы я что-то там переехала, там что-то это... Нет. А еще я на днях, ну, я начала увлекаться нумерологией, ну, как сказать, буквально вот-вот, только-только мне интересно стало вот это все. И на днях я наткнулась на то, что у кого, в общем, день рождения 21 числа, эти люди, короче, они энергетически вот обогащаются, то есть их жизнь очень сильно зависит от перемещений, то есть новые места, новые земли, новые народы, новые языки, это, говорит, для них и есть их жизнь, и за счет, и это, в общем, им дает силу жить. Вот, и у меня и муж 21-го родился, и я, день рождения 21 число. И получается, ну, не просто так все это делается, наверное. Ну, это нумерология, да, это, то есть, один из вариантов. Вот. Вообще, как бы, интересная, оказывается, вещь нумерологии. Я еще смотрела там тоже по цифрам определить можно человека. Тройки, кстати, вот тройка, да, 2 плюс 1 это 3. В общем, это люди такие, которые действительно что-то рассказывают, их слушают. Это как вот учителя, либо там вот даже, оказывается, Садгуру, это тоже тройка, кого я слушаю. Вот. А еще есть такое, когда не только число твоего рождения берется, а еще и год, и месяц. Вот. И там прибавляешь все это, все эти числа, и последнее число, которое получается, если это получается 10, 11, 12, то это уже не прибавляется. Если 36, допустим, то это прибавляется 3 плюс 6. А если в конце получается 10, вот у меня, ну, либо 11, либо 12, у меня десятка получилась, то это, короче, типа, есть такие молодые души, есть древние души, есть звездные души. И вот что у меня, что у мужа, это десятка, звездные души. Я, конечно, тоже удивилась. И типа написано, что эти души пришли на Землю чисто погостить, всего лишь на один раз, и что-то показать, что-то изменить, что-то, типа показать, как можно радостно жить, можно радостно жить на Земле. Нет, муж уже все выходит. Иди сюда, давайте кушать. Так что это все у нас просто в голове. Да? Да. Все хорошо? Да. Я тебе покажу, я тебе покажу. Пошлите кушать. Кушать. За что? Кушать, кушанье. Беляш, будем кушать. И, друзья, на этом все. Будем прощаться с вами. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте нам лайки. Да, подписывайтесь на канал.
и поставьте лайк. Да. Всем пока. Всем пока!